Приветствую, друзья! Наушники Canon уже давно стали своеобразной визитной карточкой для бренда Yandin. Первая версия получила признание огромного числа меломанов и вошла в топы лучших моделей своего времени. Схожего эффекта удостоилось и их логическое продолжение в лице Canon 2. Сегодня же нам предстоит познакомиться с их новым витком развития Yandin Canon Pro, внутри которых трудится один 10-мм динамик и целых 6 фирменных арматурных излучателей. Сделано все предельно аккуратно, модель хорошо сбалансирована, как и всегда имеет блок переключателей и просто феноменальное, как для своей цены, звучание. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в средней по габаритам коробки с эдакими геометрическими текстурами. В комплекте была документация, неплохой круглый бокс, иголочка для переключения тумблеров и 2 набора силиконовых амбушюр, в том числе и набирающие популярность кристальные насадки. Кабель на вид серьезный, он толстый, витой, правда немного тугой, зато с прямым металлическим штекером сразу на 4,4 мм джек и сопротивлением на каждый жил по 0,09 Ома. Менять такой точно не нужно. Чашечки полностью изгиб полиэргенной смолы с металлическим звуководом, серийным номером, отверстием для компенсации, направленным назад, 2 тумблерами настройки и абстрактно оформленной внешней частью. Смотрится это приятно, тактильно, просто шедевр, да и сидят они довольно удобно. Вот так, друзья, это и выглядит. На измерениях у нас обычный по всем характеристикам импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,4%, что просто потрясающе. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы, как обычно, можете рассмотреть на своих экранах. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с отличающимся изгибом в зависимости от конфигурации, относительно ровную середину, абсолютно корректную область разборчивости, легкий акцент на имитации ушной раковины, чуть больше на псевдодетализации и максимально протяженные, прекрасно выдержанные высокие частоты. В сравнении с Canon 2 последние были куда более массивными на нижней середине и ярче на верхах. А так, это невероятно похоже на нашумевшие уже T-Audio Hype 4 и прямо-таки царские Oracle MK3 от 2024 года. То есть, просто выше всяких похвал. По характеристикам они куда чувствительнее, чем T-Audio Oracle MK3 от 2024 года. Отсюда и более естественное восприятие всего аудиального полотна и эдакая природная легкость в построении образов. То есть Canon Pro при остальных равных звучат в положительном смысле ярче, чище и энергичнее. Даже бас у героев обзора мне показался более вязким, заполняющим и натуральным. Пусть и не таким точным и не настолько глубоким. Серединка там и там просто выше всяких похвал. Живая, массивная, невероятно музыкальная, очень подробная и выразительная. Разве что по высоким у Oracle прямо явный приоритет. На слух верхний край диапазона нам немного поджали, в то время как в Oracle MK3 дали полностью раскрыться. В целом же, несмотря на просто огромную разницу в цене, воспринимаются обе эти модели достаточно близко.
Да, Oracle очевидно лучше в текстурах, чуть выше у них скоростные показатели, очевиднее всякие утонченные моменты и натуральнее верха, но это такие нюансы, которые еще не каждый услышит и, главное, по достоинству оценит. К тому же этот процесс серьезно усложняется, исходя из требований по мощности, которые накладывают Oracle. Да, Canon можно использовать даже с вашим смартфоном, планшетом или игровой приставкой. Хотя лично я настоятельно рекомендую не скупиться на действительно стоящий источник, будь то флагманского уровня аудиоплеер или хороший стационарный ЦАП. Стилистически тут просто невозможно придумать хоть какие-то ограничения. Они прекрасно подойдут для рока, рэпа, разноплановой электроники, в том числе и танцевальных жанров, акустически сложного мультиинструментального джаза, оркестровой музыки и даже чего-то мудреного из академического. Отвечая на пока еще не заданный мне вопрос, я бы выбрал именно Canon Pro, а не уже немного нашумевшие CK-LVX, CK2V или ранние ревизии этих же наушников. На фоне CK2V герой обзора явно взрослее, с лучше выраженными акустическими особенностями, а старые Canon звучали жирнее и более V-образно, хотя и не менее интересно. Canon Pro радует отличным контролем, причем на всем диапазоне частот, очень неплохим разрешением, высокой динамикой, просто шикарным сочленением драйверов без всяких ступенек или разрывов по текстурам, приятной слуху весомостью, общей сбалансированностью подачи и невероятно гармоничным совмещением микро и макроэлементов композиции. Смена настройки, если мы переходим с конфигурации 1.0 на 0.1, почти нам ничего не дает. К слову, это лучшее на данной модели решение, так как идеально компенсирует верхнюю часть диапазона нижней. Если же хочется звук поярче, то бас можно слегка прижать, установив оба тумблера на нули. Ну и подняв их вверх, мы получим легкое доминирование низких частот, более глубокий качающий бас, тактильно приятный гул и ощущение притемненности. Сам я второй переключатель всегда держу включенным и по ситуации поднимаю, либо опускаю первый, в зависимости от стилистики или, например, моего настроения. Погружение тут на уровне лучших наушников от всяких именитых брендов. Прекрасный масштаб, грамотная система построения образов и просто гениальная передача пространства сцены в глубину. При этом нет ее излишнего приближения, укрупнения образов или иной попытки что-то искусственно облагородить. Звучание изначально полное, насыщенное, очень мелодичное и до мельчайших нюансов проработанное. Здесь нет маневрирования на предельных значениях, все просто и корректно, как собственно и должно быть. Отчего музыка воспринимается легко и предельно гармонично, с хорошо выраженной эмоциональной составляющей, экспрессией, драйвом и тем самым аудиофилским изяществом. У тембров есть вес, глубина и объем, высокий, комфортный и вместе с тем абсолютно полноценный, ну а серединку я бы оценил как прямо магнетичную. Эта музыка, друзья, на грани искусства, если, конечно, ваш источник позволит им полностью раскрыться. Итогом модель Yanin Canon Pro интересно смотрится, удобно сидит, хорошо согласована по излучателям, вообще без искажений, с удобным, но немного тугим настроечным блоком, позволяющим откорректировать низкие частоты по вкусу, отличным кейсом и кабелем в комплекте и грамотно настроенная ЧХ на уровне лучших решений из когда-либо существующих.
Звучит модель сочно, выразительно, довольно масштабно, с экспрессией, приятной бархатистостью, вовлечением в материал и почти живыми, прекрасно прорисованными образами. Да, техничность и динамику здесь грамотно совместили с эмоциональной и музыкальной составляющей, певучестью и тем самым теплым аналоговым окрасом. Слушать их очень интересно, у тембров есть глубина и объем, сцена читается как в ширину, так и в глубину, все изысканно, сбалансировано и предельно гармонично. Они реально способны заменить собой целый парк наушников под разные жанры и настроения. Это настоящий шедевр в своем диапазоне. Я в полнейшем восторге. А у меня на этом все. Это была модель Yanin Canon Pro. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра.